Сейчас у Хуихао уже 3 кольца, но это вместе, на 2 духах. А так, его ранг всего лишь 27. Это довольно неплохо для его возраста, но у Ван Дуна и других уровень культивации, конечно же, повыше. У них всех не менее 3 колец. Когда же Хуихао достигнет 30 ранга и каким будет его 3-е кольцо на духовных глазах? Вспомним, что на первом духе Хуихао 2 кольца. Первое в 1 000 000 лет, полученное от ледяного шелкопряда, имеет сразу 4 навыка, включая духовное обнаружение, духовный шок и другие. Второе кольцо Хуихао получил, возвращаясь с крайнего севера. Этим зверем был 3000-летний ледяной шелкопряд, который дал навык имитации, благодаря чему Хуихао может менять цвет колец, создавать поддельные аватары духов и вообще принимать любую форму в глазах других. Довольно полезное умение. А 3-е духовное кольцо Хуихао будет не менее удивительным, чем предыдущие, потому что оно будет черным возрастом 15 000 лет. А мы знаем, что для 3-го кольца мастера это практически нереальный показатель. Итак, 3-е кольцо Хуихао будет от пурпурного духовного волка. Это зверь духовного типа, который обитает в центральном регионе Звездного леса. Он выглядел как небольшой волк, но имел блестящий темно-фиолетовый мех. Достигнув 30-го ранга, Хуихао с друзьями отправился в Великий Звездный лес. Там им повстречались разные звери. Хуихао даже увидел трехглазого золотого льва, который считался императорским зверем. При его возрасте в 15 000 лет он мог противостоять 100 000-летним духовным зверям. Старейшина Академии Шрека 98 ранга, который сопровождал учеников, схватил этого золотого льва и потребовал в обмен зверя с духовным атрибутом 15 000 лет, как раз такой, какой нужен Хуихао. Императорский зверь ценился на всем континенте. Алый король, что был на 8-м месте среди сильнейших зверей, принес пурпурного волка в обмен и забрал обратно трехглазого золотого льва. Покинув лес, старейшина Сюань бросил на землю темно-фиолетового духовного зверя и напомнил Хуихао, чтобы он поглотил его духовное кольцо. Хуихао не медлил ни секунды. Его правая рука трансформировалась под воздействием навыка Ледяной Императрицы, и он добил пурпурного духовного зверя, который, казалось, уже практически не сопротивлялся. Черное духовное кольцо плавно поднялось в воздух над головой зверя. Хуихао не медлил, он быстро сел, скрестив ноги перед духовным кольцом, затем использовал свою духовную силу и сразу начал сливаться с ним. Духовное море Хуихао сразу же начало дрожать, плотная ментальная энергия затопила его духовные глаза. Обширные ментальные колебания, а также шок от ужасающей ментальной и духовной силы вызвали волны боли в теле Хуихао. Сила, которая вливалась в него, не была похожа на мягкого бессознательного духовного зверя. Вместо этого она была наполнена сумасшедшей яростью. Хуихао не был в ужасе из-за этого. Совершенствование этого зверя определенно не превышало 15 000 лет. Ледяной шелкопряд сказал ему, что у него не будет проблем с поглощением такого духовного кольца, за исключением необходимости запечатать некоторую часть его совершенствования. Кроме того, его ментальная сила была повышена благодаря встрече с трехглазым золотым львом, настолько, что он теперь мог манипулировать своим вторым духовным морем. Естественно, он не боялся того, что окажется неспособным слиться с духовным кольцом. Скорее наоборот, чем сильнее была ощущаемая им энергия, тем лучше, поскольку она представляла мощь его будущего духовного навыка. Какой же навык получит Хуихао? Он называется массовое ослабление или нервное истощение. И это способность в области действия. Она влияет на центральную нервную систему и вызывает, среди прочего, головокружение и слабость в ногах противника. Даже если не использовать всю его силу, его можно продлить на длительный период времени с удивительной силой. Другими словами, это ментальный навык групповой слабости. Скорость, способности и сила жертвы будут сильно снижены, и она станет крайне слабой. Групповые духовные умения дальнего боя также могут быть нацелены на одну цель. Хуихао поглощал кольцо чрезвычайно долго. Старейшина Сюань даже начал беспокоиться и позвал главу павильона. Но все было в порядке, просто это было не только поглощение духовного кольца. Кольцо пурпурного волка было чрезвычайно мощным, но в конце концов оно было духовного атрибута. Оно увеличило духовное море Хуихао и еще раз повысило предел оптимального возраста духовных колец для его духовных глаз. Однако ледяной шелкопряд был очень консервативен в своих оценках, поэтому он позволил Хуихао поглотить лишь 6000 лет силы духовного кольца, а остальное запечатал. Будет интересно увидеть это в серии, а также встречу с императорским зверем. Большое спасибо за просмотр, поддержите, пожалуйста, это видео лайком и комментарием, подписывайтесь на канал и всем пока.